Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Нет, как похудеть летом, потому что совсем недавно я сняла для вас меню на целую неделю. Конечно же, летнее меню, и в этом видео я задала вам вопрос, какой из дней вы бы хотели, чтобы я сняла, как я готовлю завтрак, обед и ужин, и вы большинством проголосовали за 7-й день. А это значит, что именно меню 7-го дня мы с вами сегодня приготовим. Будем готовить вкусный завтрак, обед и, конечно же, ужин. Начинаем! Один из моих любимых завтраков – это кабачковый кекс, поэтому натираем кабачок на самой мелкой терке. Щедро солю наш натертый кабачок и оставляю на 5 минуток. Кабачки уже я отжала, добавляю сметану. Сметана у меня 20% жирности. Как вы заметили, мы начинаем с жидких ингредиентов. Следом добавляю 4 куриных яйца, 2 столовые ложки сахара и щепотка соли у меня тоже там. Теперь наша задача все просто смешать. Остается добавить муку. Мука у меня просеянная, и она смешана уже с разрыхлителем. Добавляю понемногу и помогаю себе венчиком, чтобы все это дело у нас перемешалось и стало тестом для кексиков. Наша задача очень простая. Просто разливаем наше тесто для кексиков по формочкам. С такого количества ингредиентов выход получается 12 кексиков. Самое время отправить кабачковые кексы в духовку, разогретую до 180 градусов, и через полчаса нас ждут наши красавчики-кексы. Полчаса прошло, посмотрите, какие румяные, замечательные получились у нас кексики. Сейчас они 5 минут остынут у меня в форме, и я их переложу на тарелочку, и мы посмотрим, как они выглядят на срезе. Ну а теперь давайте скоренечко разрежем кексик. Горяченький, очень нежный, красивый, вкусный. Давайте посмотрим, как он выглядит. Вот такой он получается, очень ноздрястый. Кекс просто нежнейший. Можно разрезать и намазать его маслицем. Можно есть с йогуртом, со сметаной, а можно есть просто так. Во всех вариантах будет очень вкусно. Моя порция кексов всегда это 3 штучки, и вес моих 3 кексиков составляет 177 граммов. Приятного аппетита! Вкуснейший, простой и летний завтрак мы с вами приготовили. Настало время обеда. Мы с вами будем готовить восхитительный, простой, горячий свекольник. Начинаем! У меня свекла молодая, вот такая, не крупная. Но будем готовить из той, что есть. Свекла у меня 700 граммов. Я ее нарезаю вот такими брусочками. Готовлю, как всегда, в одной кастрюле. Там уже 2 столовые ложки растительного масла. Я сейчас включила самый маленький огонь, просто чтобы разогрелась. Это еще не вся свекла. Продолжаем добавлять свеклу. Вот теперь это уже вся свекла. Такого количества свеклы смущаться абсолютно не стоит, потому что сейчас во время приготовления она ужарится, упарится, и все будет отлично, а мы с вами получим восхитительный свекольник. Еще нам понадобится 1 средняя морковка. Я ее сначала разрезаю пополам, потом нарезаю вот такими пластинами. Пластинки моркови я разложила в стопочки, и теперь их нарезаю на соломку. В свекольнике основной акцент на свеклу, поэтому морковку я нарезаю меленьким кубиком. Вы, кстати, можете натереть на терке. Отправляем кубики морковки к брусочкам свеклы. Сейчас я все еще разочек перемешаю, для того, чтобы овощи готовились равномерно. И продолжаем. Следующий у меня на очереди лук. У меня 1 крупная сладкая луковица. Нарезаю ее сначала продольно, а затем мелким кубиком. Соединяем лук с морковкой и свеклой. Теперь нам необходимо еще разочек все перемешать. Как вы видите, свекла уже у нас на полуготовности, поэтому я сейчас прибавлю огонь до среднего и буду готовить овощи таким образом около 5 минут. Крышка накрывать не нужно. 5 минут прошло, самое время поперчить наш супчик, потому что свекольник должен быть немного с перчиком. Сразу солю по вкусу, вы также делаете это все по вашему вкусу. Обычно я добавляю фасоль, но фасоль у меня кончилась. Не беда, у меня есть замороженный зеленый горошек. Вы можете использовать свежий, либо фасоль. Я заранее вскипятила чайник, чтобы вода уже была горячая. И заливаю водой до необходимого количества. Я делаю выход 3 литра свекольника. Это как раз то, что нужно нашей семье на 2 обеда.
Остается накрыть крышкой, прибавить газ до среднего и варить 5 минут. Итак, час нашего вкуснейшего и, кстати, красивейшего обеда настал. Суп получается невероятно красивого цвета. Он очень вкусный, полезный, простой в приготовлении и, кстати, экономичный. Если вы не готовили свекольник так, обязательно попробуйте. Ну и, конечно, обязательно используйте свежую зелень летом. И, конечно же, добавим ложечку сметанки. Вот теперь наш свекольник готов к употреблению. Приятного аппетита! Для тех, кто спрашивал, показываю вес моей порции на обед. 396 граммов восхитительного свекольника со сметанкой. Ура, обед мы с вами приготовили. Самое время приготовить ужин. Тем более готовиться он будет супер просто, потому что вы выбрали тот день, когда я готовлю ужин в мультиварке. Я, кстати, этому тоже очень рада. Начинаем. У меня килограмм филе куриной грудки. Нарезаю вот такими достаточно крупными кусочками, где-то по 2 сантиметра шириной. Филе я уже отправила в миску. Немного солю, перчу совсем чуть-чуть, чтобы ели дети. И добавляю 2 столовые ложки соевого соуса. Теперь наша задача все это хорошенечко перемешать и убрать просто в сторону. Пока мясо маринуется, я берусь за нож. У меня есть вот такая крупная сладкая луковица. Разрезаю ее на четвертинки и затем тоненько-тоненько режу. Следом колечками нарезаем морковку. На дно мультиварки я прямо-таки, скажем, символически капнула немного растительного масла. На дно я всегда укладываю морковку, она самая долговаркая, скажем так. Теперь морковку засыпаю луком. Очень вкусно пахнет, лук не жжется, а просто он сладкий и немного острый. У нас будет с вами просто супер ужин. Лук готов. Теперь этот слой я присаливаю и еще немного перчу по вкусу, просто для того, чтобы овощи не были пресными. Еще у меня есть один хорошенький кабачок. Нарезаю его кольцами где-то около сантиметра, может быть чуть меньше. Укладываю кабачки на подушку из лука и морковки. Сладкий перчик. У меня 3 маленьких, если есть больше, можно добавить больше. Нарезаю вот такими крупненькими ломтиками. Посыпаем наши кабачки ломтиками сладкого перца. Слой кабачков и перца я не присаливаю. Еще у меня есть 2 симпатичных баклажанчика. Их также нарезаю колечками шириной около 1 сантиметра. Отправляем баклажанчики также в чашу мультиварки. Пахнет уже очень вкусно всеми овощами. Прям буду сама с нетерпением ждать, пока снимем видео и нас будет ждать такой вкусный, по-настоящему летний ужин. Кстати, я никогда шкурку с баклажанов не срезаю. Если вдруг, к сожалению, вам попадаются горькие баклажаны, тогда, конечно, лучше от кожицы очистить. Присаливаем этот слой. Кабачки не солю, потому что если присолить слой с кабачками, будет слишком много воды, а нам это не нужно. Поперчили по вкусу. Пока мы делали все манипуляции с овощами, мяско уже замариновалось. Остается его добавить в чашу. Сразу сделаю такую ремарку, комментарий, почему я мясо выкладываю сверху. Во-первых, у меня нежная куриная грудка, а во-вторых, к сожалению, пока мои дети не оценили всю пользу овощей. Я им отдаю мясо с каким-то гарниром, ну а мы с мужем наслаждаемся уже по полной, едим и курочку, и овощи. Так что если ваши дети приведок и призули немного как мои, то используйте тот же самый способ. Мяско отправляем сверху. Финальный момент. Укрываем всю эту красоту сыром. Кстати, раньше я сыр натирала, как обычно, на терке, но потом моя лень победила, и теперь я сыр просто вот так раскладываю кусочками. Все, можно отправлять в нашу мультиварочку. Отправляем наш шикарный и одновременно гениально простой ужин в мультиварку. Закрываем. И нам нужно выбрать программу, на которой мы будем готовить. Нам нужна программа запекания. Около нее сейчас загорелся огонечек. Нам нужно 40 минут, потому что у нас там и овощи, и мясо. Ну и нажимаем на старт. Через 40 минут ужин будет нас ждать, а мы его. Откроем волшебную крышечку нашего супер горшочка. Посмотрите, сыр расплавился, мясо готово, огромное количество вкуснейшего соуса. Давайте сервировать на тарелку. Я уже вооружилась, кстати, как вы видите, большой достаточно ложкой. И начинаю отправлять все, что наготовила, в тарелку. Посмотрите, овощи полностью готовы.
добавляем к ним мясо со вкуснейшим сыром, и получается очень вкусно. Еще это блюдо я очень сильно люблю за то, что оно выручает в такие ленивые дни, что можно не готовить салат, просто обойтись тем, что в основном блюде очень много овощей. И еще вы можете использовать разные овощи, и свеклу, и капусту, и каждый раз будет новый вкус, каждый раз будет вкусно и интересно. Обязательно попробуйте такой вариант, потому что это теперь одно из моих самых любимых быстрых блюд. Приятного аппетита! Кстати, сейчас покажу еще вес своей порции, вы об этом часто спрашиваете. Вес моей порции 467 граммов. Это уже будет мое основное блюдо, и с овощной составляющей салатика делать я не буду. Теперь вот такое вкусное простое меню есть в вашей копилочке летних рецептов. Какое блюдо вам понравилось больше всего, обязательно пишите в комментариях. И какие бы рецепты еще вы хотели увидеть, конечно, тоже пишите в комментариях. Если вам нравится такой формат видео, оцените, пожалуйста, нашу работу и поставьте нам лайк. Не забывайте подписаться на канал и, конечно, нажать на колокольчик, для того, чтобы как только новое видео появится на канале, вам сразу же приходило оповещение. С вами была летняя Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, ну и, конечно, разнообразного, вкусного и полезного летнего меню.